Главные новости сегодняшнего дня. Сначала очень приятное известие. Сегодня день рождения у сотрудника комитета и известного актера Михаила Пореченкова. Михаилу Евгеньевичу исполняется 56 лет. Михаил Пореченков не отмечает сегодня праздник, так как на данный момент находится с опасной проверкой в городе Челябинске. Ну и очень приятная новость для всех поклонников таланта известного российского артиста балета Николая Цискоридзе, у которого совсем недавно было диагностировано тяжелое заболевание. Николаю Максимовичу стало заметно лучше. Артиста перевели из реанимации в общую палату. Николая Цискоридзе лечат самыми современными методами. Появилась надежда, что тяжелое заболевание отступит. Пресс-служба комитета сообщает чрезвычайную новость о генеральном директоре Первого канала телевидения Константине Эрнсте. 2 дня назад Константин Эрнст неожиданно без согласования со своим начальством покинул территорию Российской Федерации и на своем личном самолете частным бортом вылетел в Израиль, в город Хайфа. Стало известно, что у Константина Эрнста должны были состояться тайные переговоры с известным пародистом, мужем Аллы Пугачевой Максимом Галкиным. По этому поводу Константин Львович и вылетел в Израиль. По данным зарубежной прессы, Константин Эрнст хочет стать спонсором нового телевизионного шоу Максима Галкина, которое будет выходить на зарубежном телевидении. По этой причине и проводились переговоры. В связи с тем, что Максим Галкин является инагентом, поступок Константина Эрнста посчитали преступным, нарушающим законы Российской Федерации. И сегодня рано утром, когда Константин Эрнст возвращался обратно, произошло задержание генерального директора Первого канала. Арест производился прямо на частном самолете Константина Львовича. Константину Эрнсту в связи с его деяниями были выдвинуты следующие обвинения: незаконный вылет с территории Российской Федерации, переговоры с инагентом и ведение незаконной коммерческой деятельности на территории России, ближнего и дальнего зарубежья. По прибытии в Россию в связи с чрезвычайной ситуацией Константина Эрнста и его команду, которая была на борту самолета, доставили в Следственный комитет для беседы с начальником управления Александром Бастрыкиным. Отметим, что Александр Бастрыкин продолжает помогать комитету, несмотря на то, что он покинул организацию несколько дней назад. Только за последний год команда Михалкова арестовывала Константина Эрнста более 7 раз, в том числе и его супругу. Супруга Константина Львовича Эрнста полгода назад находилась в следственном изоляторе по делу о нападении на сотрудников организации. Помимо этого, зрители с большим стажем могут помнить, что еще летом прошлого года у Константина Львовича Эрнста была проведена самая крупная конфискация в мире российского шоу-бизнеса по аресту недвижимости, имущества и финансовых средств. Еще в июле 2024 у Константина Эрнста арестовали имущество недвижимости и финансовых средств на общую сумму 5,5 миллиардов рублей. Как заявил глава комитета товарищ Михалков, несмотря на поддержку Константина Эрнста вышестоящими эшелонами власти, организация будет постоянно требовать ареста Константина Львовича. Помимо этого, надо отметить, что еще несколько дней назад Константин Эрнст также совершил очень нелицеприятный поступок. Во время праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, из музыкального выступления были незаконно вырезаны патриотические песни певца-шамана и певицы Юты. Данное событие вызвало большое возмущение со стороны жителей Российской Федерации и участников СВО.
Не менее чрезвычайная новость стала известна и о видном политическом деятеле Дмитрии Пескове. Сегодня утром сотрудники комитета направили открытое письмо на имя Верховного Главнокомандующего с требованием отстранить Дмитрия Сергеевича Пескова от занимаемой должности. Письмо подписали 44 сотрудника организации, в том числе представители прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета и Министерства культуры. В данном послании сказано, что Дмитрий Песков не соответствует требованиям занимаемой должности, проявляет очень лояльное отношение к известным артистам и инагентам, а также постоянно мешает деятельности антикоррупционного комитета. Помимо этого, такое же послание только в онлайн-формате направили несколько тысяч участников спецоперации, которые требуют немедленной отставки Дмитрия Пескова. В связи с тем, что это самое глобальное послание в отношении Дмитрия Пескова за последнее время, есть большая вероятность, что главнокомандующий рассмотрит данное послание положительно, и Дмитрий Сергеевич Песков будет отстранен от занимаемой должности. Ну а теперь переходим к другим новостям. Большая потеря в мире российской культуры и кинематографа. Накануне вечером ушла из жизни известная советская и российская актриса Тамара Семенова. Тамаре Николаевне Семеновой было 78 лет. Она являлась ведущей актрисой Воронежского драматического театра имени Кольцова, а как актриса снялась в 17 мелодраматических киносериалах. Команда Михалкова и прокуратура Российской Федерации арестовала известного блогера-инагента Илью Варламова, его финансовые счета, имущество и недвижимость. В отношении блогера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сотрудники организации начали проверку имущества и недвижимости финансовых счетов известного телеведущего Леонида Якубовича. Несколько дней назад появилась информация, что Леонид Аркадьевич является тайным покупателем замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Якобы Леонид Якубович еще полгода назад купил у Аллы Борисовны замок за 146 миллионов рублей. Если данная информация официально подтвердится, то Леониду Якубовичу придется отчитаться перед налоговой и объяснить свой поступок в прокуратуре. Народной артистке России Светлане Немоляевой стало немного легче. Несколько дней назад она попала в тяжелое ДТП вместе со своим сыном. Известную актрису через несколько дней должны выписать из больницы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.